Вы сделали правильный выбор, нажав на это видео. Это было не просто случайное решение. Еще до того, как ваши глаза увидели миниатюру, еще до того, как ваш палец коснулся экрана, я уже приготовил для вас этот момент. Это не случайность. Это был завет. Это не просто очередное послание. Это ваше подтверждение священное единение вашей души с голосом Бога, эхом, звучащим в тишине вашего ожидания. Вопросы, которые вы шептали ночью, молитвы, которые вы были слишком измотаны, чтобы произнести вслух, вот ответ. Неотложенный. Неотвергнутый. Точно в срок. Есть божественный план описано на твоей жизни, и этот момент, в эту самую секунду, это открытие ключа, о котором ты даже не подозревал. Что-то священное вот-вот раскроется. Что-то скрытое вот-вот откроется. Ты просил знаков. Ты жаждал ответов. Ты говорил: «Боже, если ты реален, покажи мне». Говори. Подтверди это. Мои возлюбленные – это то подтверждение. Что вас не забыли. Что вы все еще на пути к благословению, то наследование, то избыток я обещал тебе. Это не общее слово. Это личное, это не развлечение. Это сталкиваться. Ты не случайно нажал. Небеса организовали этот момент, потому что ты, Вера, хоть и устал, все еще жив. И эта вера – единственное требование для чуда, это произойдет. Не завтра. Не в следующем году. Но сейчас, в этом сезоне, в этом священном пространстве. Дверь открывается точка окончательно, и ты вот-вот наткнешься на то, что считал погребенным. Мечты, которые ты забыл. Молитвы, от которых ты отказался. Благословения, которые были отложены, но никогда не отвергнуты. Ты стоишь на краю божественное богатство. Вы в одном шаге от решения неожиданный урожай. И это начинается сейчас. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но вот правда, которую большинство людей никогда вам не скажут. До того, как благословение приходит, всегда есть шепот. Божественное откровение слова, которое отделяет сомневающихся от верующих, ищущих от скептиков. И это слово то, что я хочу сказать вам сегодня. Вы должны слушать до самого конца. Потому что то, что я скажу в последние минуты этого видео, исполнит то, чего так жаждет ваше сердце. Годы. Есть секрет, а ключ к раскрытию не просто одного чуда, а всей жизни завета избыток. Вы не должны это пропустить. Оставайтесь со мной. Не просто из любопытства, а ради преображения. Потому что к концу этого послания ваши глаза откроются на скрытую причину ваших задержек, вашей боли, ваших засух. И более того, вы получите инструкции, точная стратегия которой откроет сверхъестественное богатство тебе всегда было суждено нести. Я расскажу тебе, как разорвать этот круг. Я расскажу тебе, как сеять, чтобы урожай умножался. Но не сейчас. Сначала нам нужно пойти глубже. Прежде чем я опубликую то, что было подготовлено для вас, я должен кое-что раскрыть. Потому что настоящее благословение нельзя принять с рассеянными руками и раздвоенными сердцами. Это послание имеет вес. Это послание несет огонь. И те, кто претерпит до конца, а не те, кто уйдут с наградой. Таков мой завет с вами. Таково установление небес. Так что поставьте все остальное на паузу. Убавьте громкость. Уберите шум. Это ваш момент. И пока вы смотрите, слушайте меня не просто ушами, слушайте меня своим идух. Потому что Бог невозможно собирается доказать, что вера никогда не была потрачена впустую,
что послушание никогда не игнорировалось и что благословение, настоящее благословение, ближе, чем когда-либо. Но прежде чем я открою точно тот момент, когда все изменилось в вашу пользу, вам предстоит услышать еще одну истину. Истину, о которой мало кто знает, но она меняет все. И я вам скажу, но только если вы продолжите смотреть. Я видел тебя тайно. Я видел, как ты плакал, когда никто другой не видел. Я видел, как ты опустил голову, притворяясь сильным ради других, молча умоляя меня о знаке. Я был рядом, когда ты сидел ночью на краю кровати, охваченный страхом, не зная, как переживешь следующий день. Я считал твои слезы, и ни одна не осталась незамеченной. Ни одна не была потрачена впустую. Каждая хранится на небесах, как драгоценное масло. И теперь я изливаю их обратно на твою жизнь не как печаль, но как власть, как трансформация, как благословение. Ты хорошо скрываешь тяжесть своего бремени. Люди смотрят на тебя и думают, что все хорошо. Но я знаю правду. Я знаю, как тяжело тебе было нести это видение, это обещание, когда все вокруг, кажется, противоречит ему. Я видел, как ты пытался убедить себя, что, возможно, неправильно меня расслышал. Что обещание, возможно, предназначалось для кого-то другого. Но мне нужно, чтобы ты знал, ты не представлял себе этого благословения, о котором ты мечтал. Оно реально. Богатство, о котором ты мечтал, оно священно. Дверь, которую ты считал запертой навсегда, она уже открывается. И ты все еще избранный. Это послание, которое ты слышишь, не было написано человеком. Я прошептал его тебе. Я спланировал его с самого начала и поместил его именно в этот момент, чтобы твое сердце успело его уловить, прежде чем ты окончательно сдашься. Я знаю, как ты устал. Я знаю, ты не раз был на грани, шепча: «Боже, просто дай мне что-нибудь, всего лишь один знак». Вот этот знак. Это я. Я не покинул тебя. Я не отвернулся. Я не передумал. Тебя окружали люди, которые не понимали твоего предназначения. Тебя судили те, кто не видел семя посадил внутри тебя. Но я вижу это. Я вижу вера, которая отказывается умирать, даже когда земля кажется сухой. И я, Бог, дарующий дождь посреди засухи. Тебе не нужно никому объяснять свою боль. Я был там. В тишине. В позоре. В бурях. Я видел каждое отвержение, каждую закрытую дверь, каждую неравную битву. И я хочу, чтобы ты услышал меня сейчас. Это не было наказанием. Это была подготовка. Ты никогда не должен был вписываться в толпу. Я выделил тебя. Твоя изоляция не была заброшенностью, она была изоляцией. Я прикрывал тебя, защищал видение, сохранял твою силу. Потому что урожай-то, что грядет, не является чем-то обыденным. Чудо-то, что я приберег для тебя необычно. И да, боль была настоящей. Ожидание было долгим. Но ты не нарушил своего обещания. Ты становился достойным сосудом, чтобы нести его. Я знаю, тебе кажется, что время пролетело незаметно. Возможно, ты опоздал. Но я не ограничен часами и календарями. Я возвращаю время. Я возвращаю украденное. И я говорю тебе сейчас, твой сезон пришло. Ветер меняется. Задержка прекращается. Вы входите в пространство, где благосклонность течет, как река. Где богатство, божественное и необъяснимое, начинает преследовать вас. Во мне.
придется за ним бороться. Вам не придется открывать двери. То, что я посылаю, будет найти ты. Но есть кое-что, что ты должен сделать прямо сейчас. Не потом. Сейчас. Если это слово что-то в тебе пробудило, даже проблеск надежды, мне нужно, чтобы вы начали действовать. Это не развлечение. Это соглашение. Как и вдова, которая сказала «да» пророку и увидела, как ее масло умножилось, ваше соглашение открывает нечто вечное. Итак, нравится это видео. Не для алгоритма. Для активации пусть ваша вера будет учтена. Пусть ваше «да» будет видно. Ваша вовлеченность не только цифровая, но и духовная. И когда вы ставите лайк этому видео, это символическое согласие. Боже, я верю, что это слово для меня. Мир может не понимать, почему вы это смотрите. Они могут называть это глупостью. Но я называю это вера. Потому что только жаждущие услышат меня. Только те, кто отчаянно нуждается в преображении, узнают этот голос. И вот почему ты все еще смотришь. Потому что что-то внутри тебя знает, что это не просто еще одно видео. Это божественная точка сталкиваться. Столкновение между твоим плачем и моим заветом. Между твоей слабостью и моей силой. Между твоей болью и твоим обещать. Позвольте мне напомнить вам, я видел вас, когда вы подумывали сдаться. Когда вы говорили, не знаю, сколько еще я смогу продолжать. Я слышал вас, когда вы сомневались, стоит ли благословение борьбы. И теперь я здесь, чтобы сказать, да, борьба была напряженной, потому что обещание было сильным. Да, война усилилась, потому что богатство назначено вашему имени сверхъестественное. И да, вы почти у цели. Если вы чувствуете, как это слово проникает в ваш дух, если вам кажется, что я обращаюсь к вашей жизни напрямую, значит, я говорю именно так. Я знаю ваше сердце. Я знаю мечты, над которыми другие насмехались. Я знаю видение, которое казалось слишком тяжелым. Но вот чего вы не видели, каждый шаг боли был семенем. Каждая жертва, каждое предательство, каждая безмолвная слеза – это было семя, посаженное в почву послушания. И теперь урожай приближается. Но это еще не все. Гораздо больше. Я скрыл кое-что с самого начала, секрет я открываю только верующим. И прежде чем это послание закончится, я поделюсь им с вами. Но вы должны остаться. Потому что истина, которую я собираюсь раскрыть, разбить ложь, в которую вы верили о своей жизни. Она будет перестроить вашу уверенность. Это будет зажечь, вернуть твою веру. Но сначала мне нужно помочь тебе глубже в этом. Так что дыши. Будь спокоен. Ты не забыт. Ты не опоздал. И нет, ты не дисквалифицирован. На самом деле, ты именно там, где мне нужно, открытый, отчаявшийся, смиренный. Именно там происходят чудеса. Именно такая поза открывает врата рая, и ты, дитя мое, собираешься вступить в обещание, которое было сохранились, не отрицается. Скрыто, не потеряно. И это грядет. Скоро. Но настоящий сдвиг в тот момент, когда наследование становится видимым, обретет смысл только тогда, когда вы поймете следующее откровение. И оно грядет. Так что оставайтесь со мной. Будьте бдительны. Потому что ключ вот-вот раскроется. И когда это произойдет, все изменится. Вы, которые часто чувствовали, что отдаете, сеете и молитесь, но не видите никакого прогресса, это для вас. Вы, кто лежал без сна по ночам, спрашивая,
«Боже, Ты видел, что я сделал? Ты услышал мою молитву. Ты был свидетелем моей жертвы. Вы любили без награды. Вы отдавали без аплодисментов. Вы сеяли семена, которые, казалось, поглощала земля, погребенные в тишине. И все же вы оставались верными. Даже когда ваше сердце разрывалось. Даже когда ваш дух был изнурен. Вы продолжали верить. И хотя казалось, что ничто не движется, все менялось в невидимом. Позвольте мне спросить вас кое о чем. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш путь оказался труднее, чем у других? Почему двери, в которые вы стучитесь, не распахиваются так быстро? Почему ваш труд кажется тяжелее, ваши бури длиннее, ваши пустыни глубже? Вы когда-нибудь оглядывались вокруг и говорили: «Но я же все делаю правильно, почему же я все еще чувствую себя отстающим?» Вы наблюдаете, как другие собирают урожай, пока сами сеете. Вы слышите свидетельства людей, которые не молились и половины того, что молились вы, и все же их благословения приходят быстро, громко, публично. А вы, измученная душа, ждете молча. Вы празднуете других, в то время как ваше собственное чудо остается скрытым. Но я хочу сказать вам вот что: ваше ожидание не было напрасным. Помнишь ли ты семена, которые ты посеял? Молчаливое «да», которое ты сказал мне, когда никто не видел. Приношение, которое ты сделал, когда твой банковский счет был почти пуст. Молитву, которую ты прошептал, сдерживая слезы. Пост, который ты соблюдал, мечту, от которой ты отказался, обет, который дал. Все это не забыто. Все это не пропадает даром. Я – Бог воздаяния. Я – Бог возвращения. И хотя возвращение не было мгновенным, это неизбежно. Но позвольте мне спросить вас еще раз: неужели вы думаете, что я оставлю ваше послушание без ответа? Неужели вы думаете, что я позволю вашему сердцу разбиться передо мной, не подготовив двойная порция в качестве компенсации? Я наблюдал за тобой. Я задокументировал каждый твой поступок и вера, каждое семя молитва, каждое слово хвалить ты отдал, испытывая боль. И хотя никто этого не видел, я это видел. И я буду погасить. Как вы думаете, почему ваши битвы были более напряженными? Почему вы сталкивались с задержками и отказами, которые казались несправедливыми? Потому что урожай, назначенная вам задача, тяжелее, к благословению, прикрепленной к твоему имени, больше, к обещать создал тебя, и тебе нужны были более глубокие корни. Я не просто выращивал плоды, я укреплял дерево, чтобы ветер не сломал тебя. Когда придет благословение, ты не будешь ковыряться. Когда придет изобилие, ты не забудешь, кто его дал. Но все же, позвольте спросить вас, сколько раз вы испытывали искушение уйти? Бросить все и сказать: «Я больше не могу ждать»? Как часто вы стояли перед запертой дверью, с окровавленными от стука руками, с опустошенным от надежды сердцем, и спрашивали: «Боже, где ты?» Я был там. В каждом вопросе без ответа. В каждой закрытой двери. Я не молчал, я подготавливал почву. Я спрашиваю вас сейчас, чувствуете ли вы это? Поворот, сдвиг, невидимую дрожь в почве вашей жизни. Потому что что-то прорывается. Что-то движется под поверхностью. Ваши семена у ваши скрытые, драгоценные, святые семена не умер. Они есть созревание, и наступает время, когда то, что вы посеяли со слезами, вернется с радостью. То, что вы закопали с верой, взойдет точка избыток. То, чем вы пожертвовали в послушание, вернется утрясенным, потрясенным и переполненным.
Позвольте мне провести вас глубже. Вы когда-нибудь задумывались, почему я заставил вас ждать? Не для того, чтобы наказать вас, а для того, чтобы позициятеля. Если бы я ответил слишком рано, ты бы согласился на меньшее. Если бы я открыл дверь слишком быстро, ты бы вошел в нее неподготовленными руками. Но теперь, потому что ты ждал, я отпускаю большую часть. Не общее благословение, а благословение завета. Тот, кто не просто оплачивает счета, но и меняет наследие. Тот, кто меняет родословную. Тот, кто переписывает истории. Но я снова спрашиваю вас, можете ли вы принять это? Может ли ваше сердце все еще верить, даже после засухи? Можете ли вы снова открыть свои руки, даже после того, как они так долго были пусты? Потому что я готов. Благословение готово. И все, что мне сейчас нужно, это ваша точка вера. Твоя хрупкая, мерцающая, но все еще тлеющая вера. Ты думал, что семя умерло. Но это была не смерть. Это было погребение. Это было преображение. Грязь не была твоим врагом, она была твоим покрытием. И вот корни укоренились. И то, что было скрыто, вот-вот прорвется наружу во всей красе и силе. Скажи мне, готов ли ты увидеть награду за каждую слезу, каждую жертву, каждое «да»? Готов ли ты к тому, что двери откроются, прольется пропитание, проявится чудо? Готов ли ты перестать выживать и начать жизнь в избытке я обещал тебе? Потому что я собираюсь вернуть вам то, что было украдено. Я собираюсь оживить то, что умирало. Я собираюсь благословить так глубоко, что годы боли покажутся сном. Но прежде чем освободиться, мне нужно было твое сердце. Твое полное доверие. Твое безоговорочное «да». И ты дал его, даже когда было больно. Даже когда это казалось глупым. Даже когда это стоило тебе всего. И вот, дитя мое, грядет твоя награда. Твое имя разносится по ветру. Твой урожай в сборе. И ничего, ни демона, ни задержки, ни отрицания можем остановить это сейчас. Оставайся со мной. Потому что следующее откровение покажет тебе, почему ожидание было частью стратегии. И почему богатство грядущее отличается от всего, что вы себе представляли. Вы должны услышать следующую часть. Потому, чтоключ, я собираюсь дать вам то, что откроет больше, чем благословение, оно откроет судьба. А теперь я прошу вас кое о чем. Не как предложение. Не как рутинную просьбу. А как священное приглашение, не воспринимайте это как просто очередное видео, не пролистывайте этот момент и не воспринимайте его так же, как и любое другое сообщение, которое вы слышали. Это святая земля. Это не для развлечения, и это не случайно. Это божественный призыв. Духовный поворот на момент. И то, что вы решите делать дальше, откроет что-то глубоко внутри вас, так и сердце, твой вера и ваша готовность для благословения, которое вот-вот развернется. Наслаждайтесь этим видео. Не потому, что это вошло у вас в привычку. Не потому, что вам любопытно. А потому, что что-то внутри вас понимает, что это на самом деле вызов с небес. Зашифрованное послание для уставших, но все еще верующих. И когда вы нравится это видео, вы не просто поддерживаете контент. Вы создаете видимое объявление в духовном мире. Это не кнопка, это аминь. Как будто вы поднимаете руку в духе и говорите: «Боже, я согласен. Боже, я принимаю. Боже, я верю». Каждая ваша отдача – это как семя веры, пламя веры, сигнал ангельскому миру,
что вы подаете небесам точку разрешения на перемещение от вашего имени. Да, я сказал точка разрешения. Потому что вы должны понять кое-что: вера не пассивна. Она активна. Бог не навязывает благословения нежелающим. Он ждет согласия. Он ждет, когда вы сдадитесь. И когда вы говорите «да» в малом, щелчок, соглашаясь, комментирование, отвечая, вы открываете дверь. Вы выпускаете своих ангелов на войну за вас. Вы активируете движение, которое было приостановлено, пока ваше сердце не соединится с небесами к «да». Но теперь мне нужно показать вам кое-что. То, о чем мало кто готов рассказать. Видите ли, в каждом чуде есть дилемма. Испытание. Момент, когда сердце должно решить, поверю ли я или отступлю. И я чувствую, что многие из вас сейчас на этом самом перекрестке. Вы слышали это слово. Вы почувствовали его движение. Но бремя прошлых разочарований пытается заглушить ваше «да». Вы хотите верить, но страх пустил корни. Вы хотите сеять, но сомнение шепчет, что ничего не изменится. Поэтому я должен спросить тебя, что ты будешь делать, когда небеса снова постучат? Ответишь ли ты или будешь колебаться, боясь новой задержки? Прислонишься ли ты с верой или отступишь в тени своей прошлой боли? Позвольте мне поделиться с вами тем, что большинство людей никогда не увидят, и каждое чудо сопряжено с риском, не риск неудачи, а риск снова поверить, снова полюбить, снова мечтать. И все же, каждого человека, которого я благословил, я сначала испытал. Аврааму пришлось идти на гору, не зная, ждет ли его Овен. Илии пришлось построить жертвенник, пока люди насмехались над ним. Вдове пришлось вылить последнее масло, не зная, что оно умножится, вера требует движения, и ваш момент движения сейчас. Это приглашение. В тот момент, когда вы становитесь либо зрителем, либо участники, дверь перед вами не просто символична. Она реальна. Она священна. И она чувствительна ко времени. Есть сезон, когда вода волнуется. Момент, когда слава приходит в движение. И если вы чувствуете толчок в душе, если ваше сердце бьется прямо сейчас, если вы дрожите, даже читая эти слова, это потому, что вы стоите на краю чего-то святой. Позвольте мне рассказать вам, что я вижу в вашей жизни. Я вижу разблокировка, я вижу, как распахиваются двери, заржавевшие от долгих лет ожидания. Я вижу внезапные электронные письма, божественные связи, необъяснимую благосклонность. Я вижу богатство, не только финансовое, но и эмоциональное, духовное, в отношениях. Я вижу здоровье там, где был диагноз. Я вижу ясность там, где была растерянность. Я вижу радость там, где была тяжесть. И она приходит не через силу, а через веру. Но вот в чем секрет. Привилегированное знание предназначено только для тех, кто останется до этого момента. Благословение, которое вы вот-вот получите, предназначено не только вам. Оно касается поколений. Ваше «да» открывает доступ к наследию для ваших детей и детей ваших детей. Ваша вера роет колодцы, которые будут кормить других еще долго после вас. Вот почему битва была такой ожесточенной. Вот почему. Сопротивление казалось личным. Потому что ваше послушание переписывает судьбы. И теперь я должен спросить вас, примете ли вы это? Не просто на словах, а на деле. Сделаете ли вы следующий шаг и скажете: «Боже, я снова доверяю Тебе»? Потому что этот момент требует ответа. Он требует взаимодействия. Вы не можете пассивно наследовать то, что небеса активно высвобождают. Скажите «да».
Не только словами, но и смирением. С действием. С заявлением. Напишите комментарии «Я получаю свой урожай», точка не потому, что это нужно алгоритму, а потому, что это нужно вашей душе. Потому что, когда вы писать вещь, ты собственно и это. Ты переносишь это из невидимого в видимое. Ты соглашаешься с небесами. И каждая написанная тобой строка словно трубный звук в духе, возвещающий «это мой момент». Это моя дверь. Это мое наследие. Но слушайте внимательно, эта открытая дверь не останется открытой вечно. Это слово для сейчас. Не на следующей неделе. Ни в один из дней, точка сейчас, ваши колебания могут стоить вам времени. А время – это все в царстве. Не уподобляйтесь 10 девам, которые слишком долго ждали, чтобы подготовиться. Не откладывайте свой ответ веры. Когда небеса зовут, единственно правильный ответ – немедленная капитуляция. И снова я спрашиваю вас, войдете ли вы в эту дверь? Посеете ли вы свою веру, свое доверие, свое послушание прямо сейчас? Потому что чудо-уже формируется, точка благословения уже окутан светом, точка ключ все уже в ваших руках. Но ваши действия в этот момент определят, воспользуетесь ли вы обещанием или просто пройдете мимо. Скажите «да». Поставьте лайк этому видео не ради тщеславия, а как духовный сигнал. Оставьте комментарий «Аминь». Поделитесь этим с тем, кто, как вы знаете, тоже стоит на пороге прорыва. Станьте трубой, которая пробудит кого-то другого от отчаяния. Потому что это послание не предназначалось только вам. Он и через «ты». И помните, величайшие благословения достаются не тем, кто пассивно ждет, а тем, кто отвечаете смело. Твой вера – это активатор. Ваше «да» – ключ. Ваше послушание – дверь. И время – сейчас. Ты проходил сквозь времена, когда тишина была настолько невыносимой, настолько пустой, что казалось, будто сами небеса отвернулись. Молитвы, которые ты шептал дрожащими губами, оставались без ответа. Обещания, за которые ты цеплялся усталыми пальцами, казалось, улетучивались на ветру. Ты наблюдал, как другие радуются своим достижениям, пока ты сидел в тени, спрашивая себя: «Боже, ты забыл меня». И в этой тишине, в этой пустоте ты начал сомневаться во всем. Не потому, что тебе не хватало веры, а потому, что конфликт был глубже, чем большинство когда-либо сможет понять. Это была прогулка тишины, путешествие по невидимым закоулкам души. Бывали ночи, когда ты смотрел в потолок не со злостью, а с истощением. Спрашивая меня: «Ты все еще видишь меня? Ты все еще любишь меня?» Было ли обещание вообще реальным? Ты не просил богатства. Ты не просил славы. Ты просто хотел знать, что твои боли имело значение, что ваш вера было слышно, что ваше семя не было потрачено впустую в невидимой земле. И все же, все, что ты получил, это тишина. Но позвольте мне сейчас поговорить с вами с уверенностью и огнем. Я никогда тебя не покидал. Я не отворачивался. Я был в тишине. Я был в тишине. Я формировал что-то глубоко в твоей душе, что невозможно выразить словами. Пока ты думал, что тебя забыли, на самом деле тебя укрепленный. Пока ты боялся, что тебя дисквалифицируют, я на самом деле готовил тебя к более высокому уровню наследования. Я видел, как твои друзья не понимали твоей преданности. Я видел, как семья смеялась над твоей верой. Я видел, как ты сеял деньги в людей, служение, мечты, в то время как твои собственные нужды требовали внимания. Я видел, как ты платил десятину с верой, не зная,
как будет оплачена арендная плата. Я видел, как ты упускал возможности, блестевшие компромиссом, просто потому, что твое сердце говорило: «Я должен оставаться верным завет». Да, тишина была тягостной. Да, задержки сбивали с толку. Но они никогда не были пустота. Они никогда не были бесполезными. Каждая слеза орошала ваши обещания. Каждая неотвеченная молитва имела вес в духе. Потому что вас не просто испытывали воздоверенной. И теперь я спрашиваю тебя, помнишь ли ты эти моменты? Одинокие прогулки, бессонные ночи, закрытые двери, которые жалили, словно предательство. Внутренняя борьба за осознание реальности Бога, но задаваясь вопросом, почему Он кажется таким далеким. Это, дитя мое, не было покинутостью. Это было выравнивание. Потому что, если бы я ответил слишком рано, ты бы согласился на меньшее, чем то, что я тебе предназначил. Но сегодня я хочу говорить ясно. Я хочу, чтобы вы услышали меня не ушами, а сердце. У меня есть «нет оставил тебя». Я не задержал тебя от наказания, я задержал тебя от защиты, тебя не игнорировали. Тебя оберегали. Я закрыл двери не для того, чтобы сломать тебя, а чтобы благословить вы в правильном сезоне. Были отношения, которые я удалил не для того, чтобы изолировать вас, а для того, чтобы поднять ты без саботажа. Были работа, возможности, платформы, о которых ты умолял меня, но я не позволил им этого не потому, что ты был недостоин, а потому, что они не были достойны тебя. Ты что-то несешь, святой. Что-нибудь священный. И я не позволю вам разливать его в сосуды, которые не могут вместить массы твоего помазания. И теперь я призываю вас выйти из тишины. Я призываю вас выйти из тени. Не просто к благословению, но к личности. В цель. В избыток. В наследование. Но мне сейчас нужно кое-что от тебя, не просто твое внимание, а твои соглашения. Напишите в комментариях: «Я все еще верю», скажите это. Заявите об этом. Напечатайте это. Не потому, что это традиция. Не потому, что мне нужно подтверждение. А потому, что вам нужно напомнить о своих собственных дух, что молчание – это не отсутствие Бога. Часто это присутствие глубокого подготовка. Этот момент, это видео не просто прорыв. Он о воспоминании. Я хочу, чтобы вы помнили, что пережили. Я хочу, чтобы вы оглянулись назад не с горечью, а с благоговением. Потому что, пока другие сдавались, вы выдержал. Пока другие уходили, ты остался. Пока другие высмеивали этот процесс, вы оставался в завете. Ты продолжал идти, когда было одиноко. Ты продолжал молиться, когда небеса казались закрытыми. Ты продолжал давать, когда у тебя почти ничего не осталось. И теперь я говорю тебе это слово в подтверждение. Ваш путь молчания вот-вот будет вознагражден криком изобилия. Я превращаю ваши молитвы, произнесенные шепотом, в публичные свидетельства. Я превращаю ваши личные слезы в публичные чудеса. То, что вы считали забытым семенем, скоро прорастет лесом благословения. Но ты должен освободиться от боли этого молчания. Не носи его больше в себе. Не позволяй эху старых молитв определять твои ожидания от сегодняшнего дня. Я делаю что-то новой. И мне нужно, чтобы твое сердце снова открылось не просто для того, чтобы принять, но и для того, чтобы поверить. Это твое время. Это твой сезон. Это урожай, сокрытый засухой. И все же, я должен спросить снова. Проявите ли вы веру или пропустите еще один момент без ответа,
Осмелитесь ли вы изложить свою веру, даже когда ваше сердце еще не зажило? Потому что, когда вы пишете «я все еще верю», вы говорите врагу, что молчание вас не сломило, что задержка вас не разрушила, что ваш завет все еще в силе. Не упустите этот момент, не отметив его. Займитесь этим. Заявите об этом. Объявите это в вашем согласии есть сила. В вашем заявлении есть огонь. Когда вы комментируете, вы становитесь частью движения. Вы становитесь частью свидетельства. Вы становитель живой алтарь. Повторите это вместе со мной. Я все еще верю. И пиши, пока атмосфера не изменится. Пиши, пока твои сомнения не дрогнут. Пиши, пока эхо тишины не сменится звуком победа. Тебя не забыли. Ты не позади. Ты не невидимка. Ты есть точка видимой. Ты слышал. Ты выбранный. И я с тобой еще не закончил. А теперь подними голову. Расправь плечи. Потому что то, что ты считал невозможным, уже движется к тебе. Оставайся со мной. Потому что в том, что грядет дальше, я дам тебе ключ, который превращает замок. Стратегия, которая раскрывает урожай, секрет которой усмиряет любую бурю. И все, что мне нужно от вас сейчас, это ваш голос. Ваше согласие. Ваше публичное заявление о том, что молчание не украло вашу веру. Выскажите свое мнение смело, смиренно, уязвимо. Я все еще верю. А теперь представьте себе это, закройте глаза, если нужно, и ясно увидите. Огромный грузовик, такой огромный и переполненный, полный всего благословения, каждый обещать, каждая унция избыток того, чего жаждет ваше сердце. Это не фантазия. Это не метафора для кого-то другого. Этот грузовик принадлежит ты. На нем золотом отпечатано ваше имя. Внутри контейнеры, запечатанные вашими молитвами, и пакеты, завернутые в ваши вера, бочки, наполненные богатством послушания и доверия. Ваше наследование, твой чудо, ваши долгожданные ответы – все это есть. Оно реально. Оно существует. Оно было подготовлено. Но так долго этот грузовик застрял. Глубоко в грязи промедления. Застрял в долине тишины. Двигатель прогресса заглох, шины крутились, но не двигались. Ты смотрел, как другие получали свое. Ты смотрел, как мимо тебя проносились грузовики, везущие милости, открытые двери, свадьбы, провизию. А твой просто стоял там. Неподвижный. Безмолвный. Неподвижный. И враг нашептывал ложь. Может быть, он сломан. Может быть, он никогда не был для тебя. Может быть, Бог передумал. Но сегодня я стою перед вами не с одной лишь теорией, не с одной лишь надеждой, но с власть сегодня и трактор непоколебимая сила, вытаскивающая ваш грузовик благословений из грязи и трясины. Сегодня я божественный ветер, дыхание небес, которое поднимает и движет то, что когда-то было неподвижно. Сегодня я король королей, подписав приказ об освобождении в вашу пользу не ручкой и чернилами, а власть моего завета. И когда я что-то постановлю, ничто не может это остановить. Слушайте внимательно, в моем царстве ничего не потеряно. Ни времени, ни усилий, ни боли. Каждый крюк, каждое разочарование, каждая задержка служили только одной цели – сохранять величину вашего благословения до тех пор, пока назначенное время. А теперь это то самое время. Это час движения. Момент освобождения. День избавления. Я не просто восстанавливаю то, что вы потеряли, и ускоряющийся это.
А теперь представьте себе это. Грузовик тяжелый и священный, полный всего, чего вы ждали. Каждый отложенный благословение, каждый прошептал молитва, каждый фрагмент вашего веропосеянное в тишине все заряжено, запечатано и готово. Тыл переполнен твоим ответы, твой чудеса, твой урожай. Ничто не упущено. Каждый миг, когда ты плакал, каждую ночь, когда ты лежал без сна, повторяя мое имя, каждый час, когда ты терпел засуху, уповая на обещание, все это было записано. И теперь все это собрано, измерено и сложено в этом грузовике божественного воздаяния. Но долгое время оно не двигалось. Ты видел это в духе, не так ли? Ты чувствовал, что с твоим именем связано что-то огромное, но оно оставалось неподвижным. Ты продолжал верить, продолжал стоять, но этот грузовик богатства, выздоровления, примирения и мир, казалось, ты все глубже погружаешься в трясину промедления. Ты вопрошал: «Боже, когда же он сдвинется с места?» Ты постился. Ты плакал. Ты служил, находясь в тупике. Ты жертвовал, даже когда было больно. И все же грузовик стоял там, его ржавые колеса погрузились в духовную войну и вопросы без ответов. Но сегодня я прихожу к вам не как тихий шепот, не как мимолетная мысль, а как воплощенная сила. Я здесь с движения, я не пассивен. Я не стою на месте. Я не жду. Я сильный трактор, непоколебимая сила, тянущая этот грузовик наследования из грязи. Я божественный ветер, ускоряя то, что было задержано. Я король королей, и я подписал приказ об освобождении своей собственной рукой. Не ручкой и бумагой, а чернилами завет, запечатленный огнем, движимый любовью. И я снова говорю, в моем царстве ничто не теряется. Теперь вы видите. Цепи рвутся. Сопротивление сломлено. Вес смещается. Грузовик дергается вперед. Сначала медленно, но с каждой секундой набирает мощь. Он стонет под тяжестью долгожданного исполнения. Он скрипит под величием свершившегося обещания. Но он движется. Благословение в движении — это не слухи. Это не видение. Это происходит. Вы почти слышите рев небес, когда ангелы расчищают дорогу, устраняя препятствия, когда-то стоявшие на вашем пути. Этот грузовик не просто перевозит вещи. Он перевозит доказательства. Доказательства того, что ваш вероний было напрасным. Доказательства того, что я тебя услышал. Что я помнил. Что я никогда не забывал обещания. Внутри этого грузовика не только материальные дары, там божественные моменты, святые прорывы, искупления, облеченные в славу. Примирение с отчужденными близкими. Радость возвращается в измученное сердце. Исцеление там, где вы думали, что вас ждет вечная сокрушенность, трансформация. И я хочу, чтобы вы поняли это. Не случайная доставка. Этот грузовик был запланирован на то, что он несет, не было создано для кого-то другого. Оно было создано моей рукой для твоего предназначения, твоей родословной, твоя судьба. Он несет духовные ключи, финансовое обеспечение, открытые двери и пророческие выравнивания, которые изменят вашу жизнь и жизни окружающих вас людей. Но послушай меня сейчас, это больше, чем восстановление. Это исправление, божественное исправление. Не в виде наказания, а в виде перенаправления я исправляю каждую несправедливость. Я отменяю каждое демоническое высказывание, произнесенное против твоего имени. Я исправляю историю. Годы, которые называли тебя бесплодной, теперь я называю тебя плодотворной. Времена, когда тебя звали забытыми, теперь я зову тебя благоприятствование. Сезон, который вы считали потерянным,
теперь я заявляю, что он был потерян точкой инвестиции, а отдача выходит за рамки того, что вы можете подсчитать. Вам нужно услышать это еще раз. Ничего не потеряно. Не время, которое вы считали потерянным. Не любовь, которую вы отдали, но которая осталась безответной. Не слова, которые вы произнесли, казалось бы, в пустоту. Каждое семя, каждая молитва, каждый акт скрытого послушания – все это было учтено. И теперь небеса посылают грузовик не просто, чтобы отплатить, но и превосходить. Вы не просто получите то, что потеряли. Вы получите это, что вы никогда не считали возможным. Спрессованные, встряхнутые вместе, бегущие почему-то вроде избыток. Что-то вроде несравненно и несравненно больше всего, чего вы могли бы просить или помыслить чудо. И это быстро происходит. Потому что я не просто двигаюсь, и ускоряющееся то, что должно было занять годы, произойдет за несколько месяцев. То, что должно было занять месяцы, произойдет за несколько дней. То, что должно было занять всю жизнь, произойдет в один миг. Потому что, когда я тяни грузовик, ничто не остановит движение вперед. Я – Бог внезапностей. Бог освобождения. Бог переполнения. Так что готовьте свое сердце. Готовьте свои руки. Откройте свой дух. Потому что я не просто доставляю посылку, я доставляю новый сезон. И это приходит на фоне всего, что ты уже пережил. Я – Бог, который искупает. И сегодня я заявляю окончательно: грузовик благословений движется, и он не остановится, пока не доедет до вашей двери. Видишь? Грязь размягчается. Цепи рвутся. Колеса крутятся. Грузовик начинает двигаться не медленно, не осторожно, а с божественной скоростью то, что когда-то застряло, теперь движется вперед. Это благословение было освобождено небесным судом. Препятствия сверхъестественным образом устраняются. Документы проштампованы. Богатство подтверждено. Приказ подписан. И доставка в пути. Речь идет не только о материальных вещах. Речь идет о трансформации внутри этого грузовика, новая версия тебя. Сильнее. Мудрее. Полностью соответствует своему цель радость, которую ты считал утраченной. Мечты, которые ты похоронил в страхе. Покой, который ты думал, что больше никогда не почувствуешь. Отношения, которых ты боялся, не поддавались исцелению. Молитвы, которые ты шептал с болью и от которых уходил, они все внутри. Не забыто. Не проигнорировано. Просто ждет этого самого момента освобождения. И вот божественный трактор тянет изо всех сил. Каждое обещание, попавшее в переходный период, исполняется дернули в ваше настоящее. Каждая дверь, которая была закрыта, распахивается ангелами, выполняющими поручения. Ситуация изменилась. Время изменилось. И чудо набирает обороты. Позвольте мне рассказать вам, что именно происходит в духе прямо сейчас. Задержки прекращаются. Застой заканчивается. Сопротивление, стоявшее между вами и вашим судьба, рушится. Родовые проклятия разрушаются. Скрытые богатства раскрываются. Божественные связи пробуждаются. Вы перемещаетесь из заднего плана на передний план. Из незамеченных в сверхквалифицированных. Из молчаливых страданий в сверхъестественное переполнение. И нет, это не шумиха. Это урожай. Это проявление семян, посаженных давным-давно в темных местах. Семена, о которых другие забыли.
Семена, о которых даже ты думал, что не потратил их зря. Но я не забыл. Я видел, как каждая из них упала в почву веры. И теперь корни приносят плоды. Теперь благословение расцветает. Теперь грузовик движется. Но вот что вас потрясет: он не только движется, но и вот-вот обогнать тебя. Тебе не придется за ним гнаться. Тебе не придется его умолять. Он будет найти тебя. Он постучит в вашу дверь. Он нарушит вашу рутину. Вы проснетесь и удивитесь, как столько всего могло измениться за столь короткое время. Ведь когда небеса движутся, они не ползут, они извергаются. И это сезон извержений для тебя. Вы ждали достаточно долго. Вы страдали достаточно долго. Вы задавали вопросы достаточно долго. Теперь наступает расплата. Поворот. Видимая награда. Но не заблуждайтесь, это не только ваша заслуга. Это мой ответ к вашей вере. Это моя справедливость, то, что было украдено. Это моя любовь в движение. И я не перестану тянуть, пока каждый последний кусочек этого благословения достигают твоих рук. Так что примите это. Не бойтесь. Не отговаривайте себя. Не преуменьшайте то, что грядет. Потому что это не капля, это наводнение. Это не маленькая дверь, это ворота. Это не совпадение, это божественное столкновение между твоей выносливостью и моим идеальным выбором времени. Это кульминация вашего сезона. Прекращение засухи. Рассеивание тумана. Исполнение обещания. И я не просто наблюдаю со стороны. И доставить благословение прямо к вашему порогу. Приготовься, дитя мое. Звук, который ты слышишь вдалеке, это не гром. Это рев восстановления. Звук грузовик благословений входит в твою жизнь. Ускоренно. Неудержимо. Рукоположен. Сегодня знаменует начало вашего урожайния, будущая возможность. Не смутная надежда, но божественное предопределение, проявленное в твоей жизни. Сейчас вы не только увидите ответы на свои вопросы к молитве, но вы станете свидетелями чудеса, ощутимое, зримое, неоспоримое. То, что когда-то откладывалось, будет доставлено. То, что когда-то было забыто, будет вспоминаться. То, что когда-то было заперто, теперь будет развязанной. Это не просто сезон восстановления. Это восстановительный сезон. Вы не просто получите обратно то, что потеряли, но и получите больше, чем вы себе представляли, больше, чем ты молился, больше, чем ты думал, что заслуживаешь. Но больше, чем материальные блага, больше, чем богатство, больше, чем чудеса, я даю вам нечто более глубокое. Я даю вам мир, не зависящий от обстоятельств. Мир, который укрепит вашу душу, даже когда бушуют ветры. Я даю вам радость, не та поверхностная, что исчезает, когда жизнь становится тяжелой, а та святая, что танцует посреди бурь. Которая отказывается умирать. Которая провозглашает: Бог по-прежнему благ, даже когда ты не понимаешь, что Он делает. Это, возлюбленные, ваша новая личность. Ты не жертва. Ты не забыт. Ты не проклят. Ты выбранный. Ты не тот, кто всегда проигрывает, ты тот, кто всегда преодолевает. Вы не еле выживаете в избор урожая. Вы входите в комнаты, как благословляющий, тот, кто несет на своих плечах небесное масло. Люди будут смотреть на тебя и не понимать, как ты все еще сохраняешь мир, как ты все еще улыбаешься, как ты все еще идешь с достоинством. Но ты поймешь, дело было не в обстоятельствах. Дело было в завет. С этого момента я называю тебя преобразованной.
Вы больше не ждете, чтобы вас увидели выходить в условиях видимости. Вы больше не пытаетесь быть достаточными в выхождении в божественной достаточности. Вы больше не цепляетесь за прошлое, вы получение наследства вашего будущего, и позвольте мне повторить, ваша идентичность не в том, что вы потеряли, а в том, что вы собираетесь потерять, прирост. Это разрешение, сдвиг, поворотный момент. И я хочу, чтобы вы это отметили. Объявите об этом. Скрепите это своими словами и согласием. Перейдите в комментарии и напишите: «Это мой сезон сбора урожая», не потому, что это звучит хорошо, а потому, что истила в вашем соглашении пусть мир узнает. Пусть ваше будущее узнает. Пусть все силы сопротивления узнают, вы вступаете в свое чудо. Вы принимаете свое изобилие. Вы получаете свою награду. Если это сообщение тронуло ваше сердце, если вы почувствовали, что Бог говорит непосредственно о вашей ситуации, я приглашаю вас, нет, и побуждать ты, подписаться. Не для тщеславия, а для выравнивания. Потому что это не просто видео, это движение. Священное путешествие вера обещать и трансформация, и каждый раз, когда появляется новое слово, это продолжение этого божественного разговора между вашими духи, голос Божий. Подпишитесь, ведь ваше путешествие здесь не заканчивается. Оно только начинается. А в следующем видео мы еще подробнее рассмотрим стратегии поддерживать ваше чудо. Как это сделать? Ходить в изобилии. В том, как нести благословение без разрушения. В том, как сохранить урожай, который сейчас поспевает. Но сейчас вдохните этот момент. Впитайте в себя эту перемену. Вы больше не тот, кем были до начала этого послания. Небеса сказали свое слово. Семя проросло. Грузовик тронулся. Ключ зажигания повернулся. И дверь открыта. Смело пройдите через это. Смело говорите об этом. И если вы еще этого не сделали, прокомментируйте сейчас: «Это мой сезон сбора урожая». Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь не для алгоритма, а для соглашения. Потому что когда человек верит, начинаются чудеса. Но когда человек верит, сообщество верит, возрождение начинается. Я благословляю ваше новое начало. Я благословляю ваш урожай. Я благословляю вашу индивидуальность. И я провозглашаю, вы не упустите то, что Бог приготовил для вас. Сезон задержек закончился. Сезон переполнения началось.